Мы уже говорили в одном из видео о том, почему он выбрал меня. Только к этому вопросу я всегда добавляю второй. Почему я его выбрала? Вернее, даже не так. Почему я его впустила в свою жизнь? Сегодня мы рассмотрим вторую сторону медали под названием «Отношения с манипулятором». Это видео наиболее важно, потому что оно защитит тебя от получения второй и, не дай бог, третьей медали и избавит от статуса «бегущая по граблям». Почему это случилось со мной? Потому что каждый из нас принимает решение, которое впоследствии определяет наше настоящее. Или другими словами, твое сегодня – это твой выбор вчера. Вопрос только вот в чем: что заставляет нас принимать те или иные решения? Для меня ответ очевиден – наше бессознательное. Наше сознательное и бессознательное – это как айсберг. Снаружи мы видим лишь очень малую часть, потому что около 96% объема айсберга находится под водой. А вот почему мы проигнорировали инстинкт самосохранения при первых признаках неадекватности поведения самца. Потому что помимо инстинктов в нашем бессознательном находится много всего. Размытое понятие об отношениях, неэффективная система ценностей и представлений, деструктивные программы и страхи, питающие наши комплексы. Деструктивные программы. Программа «Выйти замуж» присутствует практически у каждой, так как заложена нашим социумом и усилена инстинктом размножения. Причем хочу обратить внимание, чем больше подружек вышло замуж, тем более активируется эта программа. Когда она включена, ты способна прощать поступки, которые сигнализируют о деструктивной психике партнера. Именно это заставляет тебя выбрать партнера не того. И это тот момент, когда манипулятор плотно входит в твою жизнь. Причем обратите внимание, что в большинстве случаев жертвы, попадающие в его сеть на длительное время, старше его и имеют травмы от предыдущих отношений. На эту базовую программу накладывается программа установки. Если выйду замуж, значит навсегда. Такую установку я считаю явным проявлением гордыни. Впрочем, к гордыне также отношу и что люди скажут. Я столько уже вытерпела и уйду. Нет, что люди скажут, да и подружки обрадуются. Базовое заставляет выбрать не того, а установки заставляют терпеть его поведение. Подумай, тебе больно, а ты терпишь, чтобы подружка не обрадовалась. Или мама не сказала, а я говорила. Страхи. Во время терпешки формируется тотальная неуверенность в себе. Почему? Есть такая поговорка: если человека часто называть свиньей, то он обязательно захрюкает. Чем больше ты находишься в деструктивных отношениях, тем больше падает самооценка и растет неуверенность в себе. А вместе с этим страхов становится все больше. Страх одиночества, страх, что лучше не будет, страх быть отвергнутой, что осудят близкие, страх возраста, страх, что не получится, страх уйти, страх страдать, страх боли. Программы и установки, живущие в бессознательном, заставляют находиться в деструктивных отношениях. А нахождение в них активирует страхи, которые мешают принять решение разорвать связь с манипулятором. Образуется замкнутый круг, а игрок продолжает подавлять, тем самым усиливая бег по замкнутому кругу. Но понять и признать это нелегко. Размытое понятие об отношениях. Поэтому мы используем логику исключительно для того, чтобы оправдать свое решение. И каждая пытается прикрыть это решение вначале любовью, постепенно добавляя фразы: «Я уже столько прошла, все так живут, зато есть деньги, многие не такое терпят. Ради детей, бьет, значит любит, я не могу быть одна, в моем возрасте я никому не нужна, идти некуда». Предполагаю, что ты сможешь добавить к этому списку свое. Мы используем слово «любовь» как прикрытие выбора, на самом деле основанного совершенно на других причинах. Наши защитные механизмы психики и те установки, которые мы получаем в детстве, заставляют нас вести себя именно так. Я терплю унижение из-за гордыни, сказать нелегко, поэтому я сохраняю семью. Терпеть психологическое давление и насилие из-за страха одиночества – это не про меня, я же не такая. Поэтому терплю ради детей, потому что я его люблю. Мое же мнение, что любовь – это обязательно созидательное чувство. Оно однозначно должно приносить позитивные эмоции и всегда нести в себе три составляющих – уважение, доверие и заботу. Поэтому все, что причиняет боль и превращает тебя в раба, любовью быть не может. Это нужно называть зависимостью, манипуляцией, страстью, чем угодно, но только не любовью. Все, что причиняет боль, должно быть немедленно удалено из собственной жизни.
Но реальность несколько другая. Страхи, которыми напичкано бессознательное большинство женщин, заставляют давать шанс и прощать прекрасного принца, вместо того, чтобы дать ему под зад после первой иглы. Из-за размытых понятий об отношениях мы наблюдаем странное поведение манипулятора, ищем ему оправданий и постоянно успокаиваем себя фразами. «Наверное, я что-то не так поняла. Наверное, мне показалось. Не может быть он таким». Следующий виток – это поиск причин его поведения в его несчастном прошлом. «Я же мудрая, потерплю, он изменится». А еще есть подружки, утверждающие, что все терпят. Неправда, не все. Те, кто отказались терпеть и приняли решение удалить манипулятора из жизни, намного счастливее, чем когда сидели на адреналиновом шприце. Поэтому подружек, которые мотивируют терпеть, тоже нужно удалить из собственной жизни. Они получают компенсацию от несчастья вдвоем. Когда ты несчастна, ей становится легче, она уже не одна. На самом же деле твои мысли – это результат порабощения твоей психики, после которого происходит активация страхов, которые закрывают глаза на происходящее. Как можно не понимать очевидных вещей? Если человек методично доставляет тебе боль, он тебя не любит. Ему наплевать на то, что ты чувствуешь. Неэффективная система ценностей. Предлагаю тест. Распределите 5 видов ценностей в порядке значимости для вас. Дело, любимый мужчина, я, дети, родители. Первое, самое важное, последнее наоборот. Если на первом месте в этом списке не ты, то это как раз является причиной всех неудач и сомнений в жизни. Здоровая психика всегда ставит себя на первое место. И это правильно. Если же у тебя не так, то это сигнализирует о деструктивных программах и наличии разрушительных страхов. Я говорю об этом уверенно, потому что сама когда-то была на 12 месте своих ценностей. Для того, чтобы иметь то, что сегодня есть в моей жизни, мне пришлось это изменить. Правда в том, что в этой жизни тебе ничего не принадлежит. Нам не принадлежат наши мужчины, наше дело или даже наши дети и родители. Все это исчезает за один день. Тебе ничего не принадлежит, кроме себя. И только ты лично являешься тем активом, благодаря которому в жизни происходит все, что происходит. Или не происходит. Тем не менее, мы умудряемся засунуть этот актив на 5-е место, а потом еще ходим и удивляемся, почему нами все манипулируют, постоянно вытирая ноги. И не надо утверждать, что ты у себя на первом месте. Если бы это было так, манипулятор никогда не пришел бы в твою жизнь. Ты бы ему не дала возможности. Как только бы он попытался устроить иглу или ближе дальше, ты бы вычеркнула его из своей жизни навсегда. А если терпишь такое отношение к себе, значит на первом месте он, и только потом ты. И доказательство этому то, что ты позволяешь ему так себя вести в отношении себя. Почему позволяешь? Потому что он хозяин, ему можно. А тебе не позволено, потому что ты раб хозяина. В довесок социум учит нас, что уважать и любить себя – это не скромно, это даже как-то неприлично. А вот самопожертвование и страдания, наоборот, крайне поощряются. Нас учат страдать, терпеть, думать в первую очередь о детях, мужьях, родителях, работе, друзьях, кошке и ее мышке. И где-нибудь потом только о себе. И попробуй сказать кому-то, что вначале ты, а потом дети. Заклюют. Только клюющие не понимают, что без счастливой мамы вряд ли ребенок получит счастливое детство. Да и все системы а-ля тренингов эту программу социума усиливают и этому способствуют. Стань рабыней для мужчины, качай женскую энергетику, будь гейшей, учит один. Следи за собой, кричит третий, будь позитивна, настаивает четвертый. Все эти учения, конечно, в чем-то правы, но только ты никогда не будешь в этом нуждаться, если находишься в своей системе ценностей на первом месте. Почему? Потому что если ты на первом месте, ты никогда не дашь себе распуститься до грязной головы или лишнего веса. И не ради мужчины, а ради себя. Когда ты у себя на первом месте, ты не нуждаешься в энергетических практиках гейши, потому что твоя энергия циркулирует нормально. Тебе не нужно одергивать себя, чтобы быть в позитиве, потому что человек, который уважает и понимает себя, всегда находится в позитиве, так как то, что вводит его в негатив, обходит стороной. Тебе не грозят одиночество, потому что для самодостаточной личности его не существует. И самое главное, в твою жизнь никогда не придет мужчина, который будет делать из тебя рабыню, потому что он априори не сможет зацепить тебя своими манипулятивными приемчиками. Твой мир будет другим, потому что у тебя созидательная, здоровая психика. Быть на первом месте в своей системе ценностей –
Это разговор не о нарциссизме или эгоизме, не об отсутствии эмпатии, сочувствия, сопереживания, не об отсутствии заботы. Это разговор о другом. Женщина с эффективным отношением к своему «я» имеет стабильную, адекватную самооценку, а значит эмоционально устойчива, знает свои потребности, мотивацию, краткосрочные и долгосрочные планы. Она стабильна, она хозяйка своей жизни, и если ее снесло в бок, то это временно, потому что она находит в себе силы вернуться в конструктивное взаимодействие с миром. Каков же выход? Первое – это понимание того, что важно не выйти замуж, а быть в конструктивных, созидательных отношениях. И этому нужно учить своих дочерей. И не словами, а примером. Что мечтать нужно о том, чтобы стать личностью, а не о том, как подстроиться к мужчине, надеть кольцо и терпеть. Второе – это работа со своими установками и самооценкой. Выкорчевывание этих сорняков из собственного бессознательного часто бывает болезненно. Но в результате ты понимаешь одну очень важную истину. По-настоящему счастливой становится та женщина, которая стала самодостаточной личностью, с эффективной системой ценностей, в которой на первом месте она сама, на втором ее дело, на третьем отношения с мужчиной, на четвертом и пятом дети и родители. Только такая способна хлопнуть дверью и уйти, потому что она уверена в себе и финансово независима. И именно такие получают в свою жизнь созидательные отношения. Таких ценят и очень боятся потерять. И только к таким они проявляют уважение, берегут доверие и испытывают постоянное влечение. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Благодарю за ваше желание понять и защитить себя.